Друзья, всем привет! Меня зовут Виолетта Озеркан. Вы на канале Вита и Млак. Сегодня у меня такой необычный формат. Мы в дороге. У нас сегодня первый день отпуска. И мы выехали в Кемер. Долго думали мы, куда ехать отдыхать. Рассматривали Грузию, рассматривали Бали, Дубай. И в итоге остановились все-таки на отеле. Решили, что с детьми все-таки хочется просто отдохнуть. Настолько мы устали. Хочется просто поваляться на пляже. Здесь вот не поверите, живем на море, но на море можно сосчитать вот за это лето я, наверное, была 2 раза. Вот, ко мне приезжала подруга, и то благодаря моей подруге я выбралась. Вот. Поэтому выбрали мы отель Рикса Сангейт. Первый раз едем туда, будем там отдыхать. Я решила снять обзор отеля, поделиться с вами честными впечатлениями. Понравится, не понравится, посмотрим. Надеюсь, что все будет классно. Вот, отзывы разные есть об этом отеле. Сама я столкнулась с тем, что когда я выбирала отель, ну, на самом деле, не так уж много и отзывов. Вот, поэтому, думаю, может быть, кому-то будет полезен именно мой отзыв. Выехали мы в 6:30 утра, едем уже полчаса. Мы сейчас живем в районе Тумюк, выехали из Тумюка в 6:30, сейчас 7, вот мы проезжаем в район Аяш. Будем ехать не спеша, где-то, наверное, к 2 часам, по идее, мы должны приехать, иншаллах, как говорят. По цене у нас вышло за 7 ночей 170 тысяч лир на 4 человек. 2 взрослых и 2 детей. Одному 11 лет, другому 12. Вот. Мне интересно, сколько стоит путевка на 7 дней в вашей стране, потому что я знаю, что для россиян гораздо дешевле получается вот путевки в отели турецкие. Для россиян, там для казахстанцев, белорусов и так далее. Вот, если вам не трудно, напишите в комментариях примерно сколько, ну, в подобном отеле, сколько выходит у вас по цене. Подъезжаем мы к нашему отелю. Ехали мы 8 часов, сейчас 14:46, мы выехали в 6:30, ехали долго. В общем, у нас сегодня последний день, мы сегодня уже уезжаем, вот, и решила снять такой, скажем так, честный отзыв про отель Рикса Сангейт. Ну, на самом деле, здесь все-таки для меня больше плюсов, чем минусов, каких-то очевидных, радикальных минусов, сразу скажу, для себя я не отметила. Есть кое-какие нюансы, я о них вам скажу. Вот. Для чего снимаю этот отзыв? Не знаю, просто решила, как говорится, заполнить эфир, поделиться своими впечатлениями, так как мы снимаем не только про недвижимость, сейчас еще время отпусков, и, возможно, кому-то из вас будет полезен мой отзыв. Вот, сейчас я гуляю по территории отеля, я встала очень рано, в 6:30, но уже все равно здесь есть люди. В общем, территория здесь огромная. Вот чтобы ее всю обойти, эту территорию, я думаю, нужно не менее 30 минут, может даже больше. Причем мы даже не во всех местах здесь были. Здесь вот есть бар «Марина», и говорят, там очень хороший, дорогой алкоголь. Вот нужно спрашивать именно в этом баре. Хотя здесь вот в этом «Лотос», здесь тоже хороший достаточно алкоголь. У меня муж как бы может оценить. Я не особо, знаете, такой
ценитель, скажем так. Я здесь практически вообще попробовала вино, но, честно, вино вот мне не понравилось. Возможно, как бы можно было другое что-то попросить, но вот вино мне показалось не очень. Здесь несколько вот таких больших бассейнов. Вот это вот основной бассейн, центр, как говорится, всех событий. Это вот основных событий. Это площадь. Здесь еще есть огромная сцена, на которой вечером устраивают шоу. Вот по поводу шоу, такие красочные, конечно. И балет был, и цирк был, и просто какие-то выступали артисты. Ну, в общем, шоу, в принципе, хорошее, качественное. Артисты все равно хорошие. Каждый день идут все эти шоу. Потом начинается перформанс диджеев. Вот. Ну вот, кстати, вот это вот горилла мне помогала ориентироваться, потому что у меня вообще плохо с навигацией. И так как здесь огромная территория, я первое время выходила только хотя бы с сыном, потому что вот сын у меня хорошо ориентируется. Я здесь постоянно терялась. Вот какой бы я для себя один из жирных плюсов отметила, это наличие здесь world-класса. Тренера здесь классные. Просто супер. Мне очень понравились тренировки. Каждый день я практически постаралась не пропускать тренировки. Причем здесь бывает одновременно прямо сразу несколько классных тренировок. И не знаешь, разорваться, куда пойти. В общем, здесь, да, огромные такие большие бассейны. Их несколько. Вот это вот бассейн, в котором проводятся все какие-то мероприятия. Аквазумба, спиннинг на велосипедах подводных. Да, кстати, в обед здесь где-то часа в 3, не в обед, а вот часа в 3, по-моему, здесь возле бассейна танцуют гоу-гоу. Бедолаги, мне их было жалко в такую жару, но они прям с удовольствием, как будто, знаете, персонал здесь очень классный, улыбчивый, приветливый. Тут и турки работают, и я не знаю, откуда, из стран СНГ ребята. Ну, все очень приветливые, коктейли делают очень вкусные, да, вот я пила в основном безалкогольные коктейли. Вот. Давайте сразу скажу, что это вообще абсолютно не реклама, это мой честный отзыв. Просто для того, что как-то разнообразить программу. Мне здесь понравилось, вот почему бы не снять, не показать, не поделиться опытом, возможно, вам это будет тоже полезно. В первую очередь, конечно, это отель для семей. Здесь все просто устроено для детей. Очень большой детский клуб, состоящий из нескольких зданий, несколько этажей на улице. Каждый день, конечно, для детей тут разные виды активности. И футбол, и волейбол, и какие-то для малышей. В общем, здесь не только для маленьких деток, но и для взрослых, подростков тоже можно найти чем заняться. Тут и курсы диджеев есть, я не знаю, тут и всякие настольные игры, и активности всякие, там, я не знаю, чего только нет, я даже не знаю, очень много всего для детей. Каждый день какие-то шоу, вот это бесплатное мороженое здесь везде на каждом углу раздают круглые сутки. Этот мармелад Хариба, да, кучами тут классная анимация, костюмы яркие такие яркие шоу, карнавалы устраивали. Там вот эти летающие девушки на этих шестах, да, красивые там. Тут можно заняться и искусством, и как они учат работать с глиной, и рисуют с ними тут, в общем, и занимаются хорошие преподаватели. Сыновья мои ходили на футбол, и им очень понравилось, выдали им форму. Они такие довольные. Хороший педагог сразу же находит подход к детям. В общем, вот он, детский клуб. Кстати, мы к нему приближаемся. Территория в детском клубе здесь просто огромная тоже. Я говорю вам, здесь маленький свой небольшой аквапарк, хотя он большой на самом деле. Вот это вот большой аквапарк я вам показывала, да? Тут и взрослым, и детям будет раздолье. А детский клуб, он просто какой-то огромный, потому что я своих детей там, не знаю, искала. Тут есть две комнаты для PlayStation. Вот. Детям я разрешала в PlayStation играть только когда обед,
жарко, и там горки закрываются вот эти вот. Ну и вечером до 12 работает этот PlayStation. Тут дети не просто там играют. И там не только PlayStation, там и дартс, и какие-то разные всякие игры, и дети там знакомятся, играют, огромная территория, играет музыка, анимация. Анимация для детей отдельно, шоу для взрослых отдельно. Для детей постоянно что-то происходит. Здесь, в общем, какая-то у них своя здесь жизнь. Честно говоря, я туда так книг заходила проверять, только так вот, что они там делают. В общем, время они классно провели, им очень понравилось. Вот ни в каком другом отеле я такого огромного клуба, и не просто вот места, да, а именно заполненного, пространства заполненного всякими там видами активности, я еще ни в каком другом отеле этого не видела. Кстати, вот по поводу звезд, сейчас увидела афишу здесь. Приезжает какая-то Милана Стар, я ее не знаю, но я думаю, дети с ней знакомы. Это, видимо, какая-то известная девочка. Не знаю, что она, наверное, поет. Вот. Не знаю, это не она. Сигма-бой. Могу ошибаться, не знаю. Я не в курсе. Вот мы пришли в детский клуб. Еще один плюс этого отеля – это то, что всем жителям отеля как бонус идет посещение вот этого парка, известного The Land of Legends. Это офигенный, огромный такой вот парк аттракционов, аквапарк. И причем все там, практически все аттракционы бесплатно для жителей. Мы тоже вот целый день там провели с удовольствием. Вот, платно только отдельные какие-то не аттракционы, а даже как это назвать. Вот, например, плавание с дельфинами, это платно, причем достаточно дорого. Я считаю, 120 евро. Извините, это как бы мы не пошли. Плюс там с акулами можно было погрузиться. Я думаю, мы в Москву, когда поедем, найдем себе какое-нибудь такое развлечение. Вот, ну, пообщаться с дельфинами и так далее. Хотя, если честно, я не очень это люблю. Не знаю, как они тут вообще. Надеюсь, что содержатся они в хороших условиях и так далее. Вот такие вот гамаки здесь. Здесь я приходила, кстати, вот пообедать, потому что мы, в принципе, мы практически не обедали. Здесь такой вот плотный завтрак, да, у нас был. Вот. И вот здесь в детском, вот кто не успел пообедать, например, потому что время так пролетает, особенно если посещать тренировки, то там, я не знаю, когда вообще находить себе время перекусывать, да, днем. Вот, я приходила сюда с детьми, и мы здесь очень вкусные бургеры, пиццы, все для детей, знаете, макароны, это паста с сыром, всякие там снеки, наггетсы, вот. Практически здесь круглые сутки можно есть, потому что еда везде. Вот, то есть здесь закончилась, началась там. Вот сейчас вернемся туда в начало. Там есть такое место, где можно поесть там с 3 до 6. Там очень вкусные круассаны, просто офигенные. Я вот не удерживалась. Но так как я себе позволяла есть здесь, я ехала с таким настроем, что я буду и есть, но и буду сжигать все на тренировках, так как здесь world class. Вот. Благо ребята вот реально помогли держать себя в форме. И заряжали хорошее настроение. Вот. По поводу вот еды. Вот я бы, наверное, какой-то небольшой такой минус поставила. В каком плане? Ну, на мой взгляд, в отеле класса люкс, все-таки Рикс претендует на такой вот отель, мне показалось, что здесь могло бы быть и побольше выбора именно в основной вот столовой, да, и само место. Вот место это просто вот как бы, скажем так, вот, ну, столовая, как бы накрытые столы, там официанты, очень хороший сервис, еда вся вкусная. Вот мне очень все понравилось. В принципе, для меня достаточно. Там и мясо, там и рыба, и креветки, и всякие закуски разные. И даже вот суши там, и... В общем, все. Для меня нормально. И для любителей здорового питания там тоже есть чем, ну, как, чтобы поесть, да? Скажем так, вкусное мясо, вкусная рыба, птица, ну, все есть. Но я думала, что вот как бы ожидала, что, если честно, что будет в таком отеле, в каком-то красивом месте, терраса с видом на море, как я вот, например, по-моему, Crystal Flora, самый красивый вид вот в террасе там был там. Там и горы, и море, вообще офигенный вид. И вот ты кушаешь каждый день, да, в этом месте, и прям просто наслаждаешься еще видом. А там вот прийти покушать и уйти, в принципе, да.
Ну, благо здесь есть много мест, где посидеть, перекусить с более красивым видом. Можно смотреть на бассейн, как танцуют там всякие гоу-гоу. Вот. Ну, я бы, честно говоря, не сказала бы, что здесь по поводу еды минус, но мне казалось бы, что вот здесь вот я как-то ждала в отеле Рикса, что это будет какая-то такая площадка с красивым видом, ну и что там просто какие-то будут явства заморские, да, ну, как бы, в принципе, все очень вкусно, достаточно разнообразно, не знаю, плюс или минус, нормально. Вот. Причем тут целый день, если вы там не поели, да, не успели, я говорю, вы здесь голодным не останетесь точно, потому что везде что-то там сменяется, одно закрывается, другое отменяется. На территории отеля есть, давайте я вам на море больше поверну. На территории отеля есть рестораны платные, а-ля карт, есть возможность посетить у гостей, если определенное количество дней здесь будете жить, то можно посетить бесплатно на выбор. Там один ресторан нам достался, вот какой свободный, наверное, вот с греческой кухней. Вкусно там все, разнообразно, просто доелись до отвала. Я не знаю, там невозможно было все съесть, что они предлагали. Вот мы там разбили тарелку, загадали желание. Давайте я, может, присяду здесь возле моря с вами. Поболтаем. Кстати, вот по поводу пляжей. Ну, для меня лично пляжи хорошие. Здесь не сказать прям песок, как на Мальдивах. Нет, здесь галька. Заходить достаточно сложно. Я прям, например, с самого берега практически 2 шага сделала и заплывала. Вот, наверное, тоже можно к минусам отнести. Но для меня шикарная, чистая вода, прозрачная. Вот здесь песочек на берегу. Лежаки мне везло. Я не знаю, смотрела другие отзывы про этот отель. Говорили, что нужно с утра занимать. Ну, возможно, на первой линии, да. Так я приходила, всегда были свободные лежаки. Ну, причем, я говорю, у меня настолько активно здесь я себе организовала отдых, что, в принципе, мне на пляже валяться времени не было. Я приходила, плавала и уходила на какую-нибудь тренировку. Потому что, я говорю, вот самое главное для меня здесь преимущество – это офигенные тренировки. А мы, кстати, еще даже погружались в бочки ледяные с водой. Я такой экспириенс здесь прожила. Вообще для меня это было, не знаю, сравнимо с духовной какой-то практикой, потому что это, блин, представляете, жара, вокруг жарища, я не знаю, и тут ледяная бочка со льдом просто, да, с ледяной водой. Там 4 градуса говорили, по-моему. Ну, вот, но это было офигенно. И вот очень заботливые, под руководством чутким тренеров, мы погружались. Мы сначала сделали дыхательные практики, а потом погрузились, меня поддерживали. Я сначала как сказала, не, я передумала. Потом вот меня парень, тренер, отговорил, сказал, у вас получится, это не так страшно, как кажется. И на самом деле это ощущение после офигенное. Вот здесь, кстати, несколько пляжей. Вот это вот первый пляж, который возле аквапарка. Вот я вам покажу. Давайте я поверну. Пляж все-таки, наверное, надо посмотреть. Вот так вот. Здесь есть вот такие вот бунгало. Ну, я там ни разу не лежала. Почему-то, не знаю. Я говорю, я в основном приходила, плавала. Причем долго и уходила. Вот такие вот шезлонги. Для меня, мне кажется, достаточно нормально. Много. Мне не показалось, что их не хватает. У меня вот песочек здесь на берегу. При входе галька. Лучше, если вы привезете с собой какую-то такую обувь. Я, например, заплывала просто с берега, нашла для себя выход. Вот, но есть специальная обувь, чтобы не, как говорится, не ломать себе ноги. Вот, есть с пирса, можно зайти, вот, спрыгнуть. Или зайти по лестнице. Для меня это, в принципе, не какой-то радикальный минус. Нормальный пляж, хороший, чистый. Офигенная вода. Чистейшая, прозрачная. И вот нам повезло, вода такая была немножечко, ну не сказать, она все равно была теплая, но чуть-чуть такая вот небольшая контраст между температурой вне, как говорится, и температурой воды. Вот, это прям было офигенно.
Вот здесь вот такая площадка, где днем проходит игра. Вот этот вот волейбол, или как он называется, честно, пляжный, да? Вот, пляж здесь не один, их 3. Вот есть еще один. Я была на 2, до 3-го пляжа мы не дошли, не знаю почему. Вот тот пляж, он более песчаный. Он находится возле основной сцены, где проходят шоу вечерние в 10 часов. Вот, видите, огромная сцена, офигенная. Просто там, я говорю, могут выступать какие-то, можно концерты устраивать. Это прям профессиональная такая сцена, классная. Шоу, говорю, тоже были, в принципе, хорошие, яркие достаточно. Вот. Это вот второй пляж, мне он больше нравится. Здесь более песка, как бы, как сказать, песчаное дно, скажем так. Там тоже есть большие такие камни, но их мало совсем. Когда вот плаваешь, ты их просто видишь. Вот, тоже пляж. Красивый, чистенький. Вообще, ну, для меня все-таки очевидных минусов я для себя не нашла. Так, ну все, жизнь потихонечку здесь начинается. Люди начинают просыпаться и становится жарко. В принципе, частями я вам территорию показывала. Думаю, вы приедете сами. Насладитесь всеми этими прелестями отеля. В общем, для меня я рекомендую, честно, искренне рекомендую, не знаю. Мне все здесь очень понравилось. Было чем заняться. Это вот первый отель, где я просто с утра до вечера, у меня все было активно. Я не люблю вот просто кваситься на пляже, хотя для этого тоже здесь все условия. Вот. Мне очень понравилось, что здесь очень много видов активностей, тренировки, шоу, концерты, диджеи. Я обожаю диджеев. Вот. Для детей просто, детей мы не видели, они были под присмотром, и там как бы знакомились, не мешали. У них то футбол, то там, не знаю, дартс, то там какие-то шоу тоже у них внутри клуба. Здесь, да, несколько бассейнов. В любом бассейне вам будет классно. В каком-то идут всякие, говорю, виды активности. Просто плавать они большие, чистая вода. Каждый день они ухаживают. Очень много мест, где вы там перекусите, выпьете какой-то коктейль. Это вот везде смузи, кстати. Вот. Спортивные мероприятия. У нас был мероприятие на площади, там несколько программ по несколько минут, как круговая тренировка, там зумба, сайкл, бодипамп, еще какая-то тренировка. И, в общем, мы менялись вот так. Все офигенно, классно проходило с таким зарядом энергии, вообще так позитивно, классно. И всегда были полные места. Обычно всегда на программах здесь вот аншлаг. Потому что реально классные тренера. Вот. Ну, я, наверное, буду заканчивать свой отзыв, видеообзор. Так что для меня скорее плюсов больше. Очевидно, каких-то радикальных минусов я для себя не нашла. По поводу номеров все окей, нам все подошло. Мы брали такой стандартный номер для семьи, но там не было отдельной комнаты. Это стоило гораздо дороже. Мы не решили не переплачивать. У нас стояла кровать большая, двуспальная, и плюс для детей такая, как раскладная кровать. Вот, кстати, вот эта сцена. Классный джим здесь. Для тех, кто не хочет приехать и не пропускать свои силовые тренировки с тренажерами, офигенный джим. Но это World Class, я думаю, само название за себя говорит. Это знак качества. И что тренера, что тренировки, все по стандартам. И вот мы сейчас подошли к месту. Ну, тут 2 гориллы. Вот по этой горилле, это, конечно, я так поняла, они сделали специально, ну, как бы, чтобы, такая фишечка была, чтобы ориентироваться. Вот это вот тоже мое любимое место здесь. Хорошее впечатление. Здесь, вот я говорю, ребята танцуют, какие-то днем, да, гоу-гоу. Или не знаю, как это называется, может, просто танцы. В купальниках. И ребята в плащ. Вот такие задорные. Вот этот бассейн классный. Ну, здесь все классные бассейны. Я в основном тусовалась здесь, так как здесь всякие зумба, аква, пауэр, аква сайкл. Вот.
классно, когда здесь вообще еще никого нет, все спят. Да, и вот это место вот на 2-м и 3-м этаже, это вот место, где покушать, причем лучше на 2-м этаже, так как, ну вот, я не знаю, как это, вот 1-й этаж это бар, я считаю, а так это 2-й и 3-й, может быть, это 1-й этаж и 2-й. Вот на 1-м этаже, который ниже, лучше туда идти, потому что наверху жарковато для меня и очень-очень много народу. Внизу как-то попросторней. Вот здесь вот тоже люди кайфуют, время проводят, там пьют всякие напитки, перекусывают. Вот место, где с 3 до 6 у меня мой сын Тимур здесь обожает он эти китайскую лапшу, этот надл, правильно называется. Вот здесь можно с 3 до 6 поесть надл в коробочках, китайская лапша с курицей либо с овощами, 2 выбор, да. И также вот рядышком очень вкусные круассаны с такими, с джемами рядом. Ну, как бы можно выбрать вместе с круассаном какой-то малиновый, вишневый. Спа здесь есть. Я не ходила в спа, мне показалось, что дорого. Я пожадничала, скажем так, хотя хотелось после тренировок. Вот здесь вот спа. Но, знаете, как-то 175 евро за 1,5 часа, в принципе. Не знаю, я что-то думаю, приеду в Мерсин, сделаю себе массаж там офигенный. Я знаю классные места, где очень классно тайские девчонки, индонезийки делают массаж. Поэтому я что-то решила не шиковать, скажем так. Вот. Отельчик классный, не знаю, я с таким прям классным впечатлением уезжаю, буду скучать и, возможно, сюда даже вернусь. Может быть, в другой Риксос. Но теперь, если честно, после Риксоса, мне кажется, я не захочу в других отелях отдыхать. Все-таки здесь все прям, знаете, все очень классно. Я постепенно буду заканчивать видео, уже возвращаюсь практически в свой блог. Вот, так что, друзья, надеюсь, вам будет полезно. Я рекомендую. Желаю вам хорошего летнего настроения. Пока-пока.